Всем привет! Я Маша, это Денис. Этот канал будет посвящен тому, как мы делаем в своей квартире ремонт. Это как-то странно. Нужно сразу сказать, мы с Машей, мы живем в Польше, в Кракове, переехали сюда недавно, купили здесь квартиру и решили сделать канал про то, как мы там будем делать ремонт. Хорошо. Устройство, Ремонт, дизайн, устройство. как застройщик будет сдавать квартиру, в общем, будем показывать все. Мы из Беларуси, кстати, или можешь это сказать? Нет. Квартиру мы купили в районе Подгужа в Кракове. И сейчас мы снимаем квартиру в этом районе. Нам здесь очень нравится, поэтому когда мы выбирали, был такой достаточно узкий на карте круг очерчен. На Подгуже, конечно, много таких мест, где еще все выглядит не очень ухоженным, идут какие-то ремонтные работы. В общем, не так он вылизан, этот район, как старый город, центр. Но хочется верить, что и здесь когда-то наведут порядок. Можно, наверное, рассказать про ключевые критерии, которыми мы руководствовались при выборе района. Да? Угу. Значит, для нас была важна близость к набережной, то есть чтобы была какая-то вода рядом. Вот. В целом, близость... Да, важно сказать, что у нас есть собака, еще мы про это не сказали. Да. В связи с этим близость парка тоже имела определенное значение, то есть мы хотели, чтобы был какой-то парк рядом с домом, или, может быть, не совсем рядом, но в какой-то пешей доступности. Помимо этого, близость старого города тоже не последнее значение имеет, не обязательно старого города, то есть какого-то такого... условного центра, да, где можно зайти в кафе, где есть там старые постройки, в общем, места, где интересно погулять. Что еще? Инфраструктура, наверное. То есть мы какие-то отдаленные районы не рассматривали. И бюджет, понятное дело, имел первоочередное значение. То есть есть дома, может быть, где-то и получше, но мы как бы руководствовались рамками бюджета нашего, да. Про бюджет мы расскажем потом еще, сколько стоила квартира. Да, я думаю, это будет, если не отдельное видео, то, по крайней мере, такой хороший блок в одном из следующих видео. У нас был такой пунктик по поводу того, что мы не хотели окна в окна, чтобы были, то есть чтобы мы из окон смотрели в окна другого дома соседнего. И так получилось, что эта квартира, дом как бы рядом, который стоит напротив, он ниже, там меньше этажей, и наша квартира получается как бы над чуть-чуть этим домом, и это прям стало для нас таким решающим фактором. Да, можно было не стесняясь ходить по квартире без одежды, потому что в окнах напротив никого не будет. Это Денис у нас любитель такой без одежды походить, я не думала об этом. В жаркую погоду. В Кракове жарко лето бывает. Как мы рассказали про то, чем мы руководствовались, выбирая район. Напишите, что для вас важно. Вот выбрали вы бы жить в центре или наоборот где-то за городом, может быть, вы любители природы. Да. Было бы интересно. А если вы из Кракова, то было бы интересно узнать, какой у вас любимый район Кракова. Спойлер, у нас любимые Старый Подгужье и Новая Хута. Я не была в Новой Хуте, кстати, Денис был, говорит, там прикольно. Классный район. Теперь о застройщике пару слов, я думаю, да? Значит, мы выбрали Как мы выбрали? Дом оказалось так, что этот дом, который мы выбрали, застраивается дом девелопмента. Вообще, надо сказать, что вот, как бы, то, что в этом круге, который мы очертили, было не так много вообще строящихся домов. Всюду были свои нюансы. Либо было слишком далеко, либо бюджет был не наш. У Дом Девелопмента, в общем, был какой-то подходящий для нас компромисс и в плане расстояния и бюджета. Причем еще забавно получилось, что когда мы еще не было даже, наверное, котлована, либо был только котлован, непонятно было вообще, что там строится, только вот забором все внесли, и Денис ездил смотреть какой-то другой дом и увидел, что вот будет стройка и что-то будет строиться. То есть фактически мы начали взаимодействие с застройщиками, с отделом продаж еще до момента официального старта продаж, как бы сильно задолго, наверное, за полгода или около того. Я просто увидел эту площадку, понял, что там что-то будет, там уже появился паспорт, я узнал, что это Дом Девелопмент, и я просто написал им напрямую, узнал, когда вы будете строиться, когда начнутся продажи, и они меня добавили в какой-то список, да, из которого они проконтактировали уже непосредственно перед стартом продаж, буквально за неделю или за две, с предложением уже цены и набора квартир, которые застройщик отдает в продажу. Да, еще забавно вышло то, что, как выяснилось, у них право, приоритет есть некий у сотрудников компании. Конкретно в случае с компанией Дом Девелопмент.
Дает приоритет своим сотрудникам на покупку квартир. То есть, когда только появляются в продаже квартиры, они сразу дают сотрудникам. И нам это, конечно, очень мешало, потому что несколько квартир, которые нам подходили, они уже были разобраны. Это было 2 больших дома, что-то порядка 100 квартир, наверное, в общей сложности было. И вот когда нам показали предложение по этим 2 домам, мы для себя как бы определили, что готовы купить только 2 из них. Обе квартиры уже зарезервированы, и зарезервированы как раз-таки работниками их компании. Не знаю, мне так казалось, может быть, я не права, что может быть такой хитрый ход. В силу своего опыта застройщик просто понимает там ликвидность каждой квартиры, да, в зависимости от этажа, там, планировки, метража и так далее. И может быть они квартиры, которые они понимают, что продадутся в любом случае успешно, они их не отдают сразу, а стараются продать как бы горячими квартиры, те, которые как бы выглядят не очень ликвидно. Теория заговора немножко, но у нас почему-то были такие мысли, потому что было как, что в итоге он сказал, этих квартир нет, и мы такие, ну вот я могу предложить это, мы такие, нет, нас это не устраивает, мы тогда не будем покупать, мы, может, подождем следующую очередь. Да, в итоге мы отказались от тех квартир, которые нам предлагали, потому что 2 выбранных были недоступны, и через несколько дней, то есть мы уже были как бы готовы были смириться с мыслью, что окей, в этом комплексе мы ничего не покупаем, но потом нам написал человек из продаж буквально через несколько дней, сказал, что вот та квартира из 2, которая первая, ее уже забрали точно, а вот вторая, как бы от нее вроде как отказались или не забирают, поэтому можете ее как бы зарезервировать. Ну, собственно, мы и зарезервировали эту квартиру. У нас было немножко сомнения, потому что по метражу, сколько она метров, кстати? 60. Меньше даже. 59. Вот, как бы мы такие подумали, что, наверное, это чуть как бы маловато. Но в итоге мы согласились, потому что нас устроили другие моменты. Ну что ж, вот улица Замойского, по которой я только что прошел. Это Кальварийская. За этим трамваем через кольцо находится парк. И как раз за этим парком, буквально в 2 минутах ходьбы вот от этого места, где я сейчас нахожусь, расположен дом, в котором мы купили квартиру. Но сейчас я туда подойду. Посмотрим чуть ближе. Мы не хотели, чтобы этот дом был в каком-то шумном месте, но в конечном счете оказалось так, что он находится в очень шумном месте. Рондом Отечественный на самом деле одно из самых шумных мест Кракова. Вот. С этим приходят как бы определенные плюсы, то, что там классная транспортная развязка, вот. Есть всякие кафе, магазины, в общем, инфраструктурно там есть все. Но там шумно, там ходит трамвай, там большая дорога рядом. И я отыскал акустическую карту Кракова, на которой можно посмотреть, сколько в каждой точке города, какой уровень шума. И вот как раз блок дома, в котором мы будем жить, он находится в такой относительно тихой зоне, за счет того, что там с одной стороны он ограничен парком там, и какой-то застройкой внутри парка, с другой стороны там офисное здание, с третьей стороны вообще дороги нет, и четвертая сторона тоже получается закрыта другими домами. То есть вроде бы как мы ожидаем, что уровень шума там будет небольшой, и ссылку на эту карту обязательно оставим в подписи к видео этому. Вот здесь как раз можно хорошо услышать дорогу, мимо которой я прохожу, да. Есть ощущение, что эта дорога может создавать шум, но на самом деле за счет того, что там вот такая парковая зона есть какие-то деревья, плюс шумозаградительные щиты, то есть этот немножко шум как-то теряется. Ну вот это парк, в котором, как мы ожидаем, когда-то мы будем выгуливать нашу собаку. Единственная проблема этого парка, то что он работает то есть у него есть часы работы, у этого парка есть часы работы. Он открывается, если я не ошибаюсь, в 11 часов утра и закрывается в 8 часов вечера. Получается, что погулять здесь с собакой утром и вечером, во всяком случае, каждый день не получится. Там есть, кстати, минеральная вода, которая здесь же каким-то образом ее из скважины, наверное, добывают. Тут есть пельменные, всякие мелкие ресторанчики. Вот такое, в общем, прикольное место рядом с домом. Ну вот задворки нашего комплекса. Это вот соседние с нашим домом дома от другого застройщика. Кстати, здесь зона платной парковки. То есть это уже подстрефа С. На самом деле, прихожу в этот двор уже который раз, как себе на работу. Вот те самые 3 окна на предпоследнем этаже с балконом. Это наши окна.
Получается, два окна справа — это окна гостиной, и левое окно — это окно маленькой детской спальни. Еще одно окно нашей спальни выходит на обратную сторону. Получается, вот в тот дом. Давай, наверное, да, скажем, когда мы купили, сколько займет строительство, когда сдадут, это какие-то рамки, сроки обозначены. Квартиру мы купили, кстати, не так уж и недавно. Мы купили квартиру год назад, прошлым летом. Получается, прошел ровно год, и вот за это время дом фактически уже полностью готов. В тот момент, когда мы покупали, это была стадия, ну, прям котлована. Еще даже, наверное, работы на котловане только-только начинались. За год они, ну, подняли дома полностью. Уже отделка готова, внутри квартиры, я так понимаю, тоже процентов на 90 готовы. И официально у них окончание строительства, вот согласно плану, в ноябре будет этого года, мы сейчас в 25-м. Получается, ну вот за год-полтора фактически комплекс, ну, наша часть комплекса полностью будет готова к сдаче. Мы ожидаем получить ключи где-то в конце этого года, в начале следующего. Ну и там же будем сразу начинать ремонт. Ну и то, о чем мы говорили, этот канал будет во многом посвящен вот этому ремонту, который мы будем делать. В следующих видео мы хотим рассказать больше про дизайн, про то, как мы его прорабатывали, какие у нас были пожелания, покажем, что получилось, у нас уже есть визуализация, расскажем, сколько это стоило. Как-то так, наверное, да. Да, это, наверное, все, что мы хотели сказать. Если, как я уже сказала, если какие-то моменты интересные мы не осветили, спрашивайте. И увидимся в других видео. Стоп, подожди. Подписка, колокольчик, лайк. Вот это все, да. Приветствуется. До новых встреч.